Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами посмотрим бой на венце немецкого танкостроения. Это танк Е100. Огромный супертяжелый тяж, которых в рандоме, конечно, поуменьшилось, поубавилось. Из-за того, что у нас просто рандом стал совсем другим вокруг этих танков. Но, тем не менее, есть люди, которые играют. Я сам являюсь таким человеком, потому что мне эта техника очень нравится. Имеет огромный запас прочности, плюс хорошее бронирование, а также убойную пушку альфовую. Так что сегодня во всей красе посмотрим на то, на что эта машина способна, так сказать. Правда, в этом реплее непонятно, что с чата. То есть, возможно, он пишет на каком-то неизвестном нам языке. Такое тоже может быть, одни вот точечки или просто баг. Он у нас попал на линию Зигфрида. Как мы видим, сетап очень тяжелый, то есть большое количество тяжелых танков, по 7 машин с каждой стороны. И по очкам прочности 32 880 у команды красных. Это вообще немало на самом деле. Тем более на таком танке, как Е100, выбивать урон будет очень-очень комфортно. Что мы имеем по Е100? У нас очень мощное бронирование, правда, оно не особо наклоненное. То есть ВЛД там огромное имеет приведенку за 300 мм точно, а вот с башней немного сложнее. Она имеет такой не слишком высокий наклон, и если под прямым углом вас стрелять, то, скорее всего, вас будут пробивать. Тем более, видя этот танк в прицеле, все будут грузить сразу голдовые расходники, голдовые снаряды, потому что пробивать вас ББшками никто в НЛД не станет. Он занимает стандартную ТТ-позицию. Первый выстрел 60 ТП, 707. Без каких-либо проблем. На аккумулятивах там пробитие 334 мм. Альфа 750. В щеку 60 ТП это не потянуть. Вернемся по машине. Как я сказал уже, ВЛД очень имеет огромный бронирование, наклон, там пробивать вас никто не сможет. А вот щеки башни, это уже другой вопрос. Здесь вас будут шить практически все, у кого пробитие за 280 мм легко. НЛД, оно, я не назову особо бронированным, в бою с десятками вас будут также шить практически все. Борта очень хорошие, танковать от борта, он имеет огромные экраны противоаккумулятивные, поэтому от борта можете спокойно себе танковать, играть без каких-либо проблем. Поэтому какой геймплей у нас на этой машине? Мы занимаем направление, выбираем, отворачиваем всегда от противника башню. То есть здесь не видно на реплее, потому что он смотрит через прицел, но если из прицела выйти, он постоянно, мы сейчас понаблюдаем немного, отворачивает башню от цели. Для чего это делается? Потому что таким образом он создает вот здесь дополнительное бронирование, поскольку броня имеет какие-никакие скосы и огромную, в принципе, цельную приведенку. Сам лист брони очень большой. Он создает таким образом дополнительное бронирование от углов. Видите, стрельнул и сразу отвернул в другую сторону. Вот так и надо играть на немецких танках, таких как Е100, как Маус. В принципе, любая немецкая техника, имеющая угловатые формы, подойдет под такой тип геймплея. Это нужно учитывать. Потому что если вы будете прямо смотреть к противнику, ни черта не получится, вас будут пробивать без каких-либо проблем. Плюс учитывайте то, что эта машина довольно медленная, и играть на ней просто в раш никак не получится. То есть вы играете при поддержке союзников, потому что перезарядка долгая, сводитесь долго, ездите медленно, и если вас заедут к вам два танка, скорее всего вы умрете. Количество очков прочности у нас 2700, то есть это немало. Плюс лично я играю с оборудованием на ХП. Там получается 2900 с чем-то, точно так не скажу сразу. Под 3000, как на Маусе. Поэтому размениваться можно без каких-либо проблем. Вступать в бои также можно без каких-либо проблем. 3 минуты боя у нас прошло. Уже есть у него 2700 урона. Пока что у нас счет 1-1. В принципе, удерживает правильную позицию абсолютно, то есть нужно здесь находиться, он просматривает очень хорошо перекатки, смотрит, стреляется с позиционными танками противника, это Е100, это 60 ТП, плюс он немного 60 ТП уже разменял. Подъехала к нему союзная сотка. Пробует еще раз дать 60 ТП, сходится в борт без проблем кумулятивом пробивать. Хотя 60 ТП на самом деле, ребята, танк тоже не такой уж-то и рыхлый. Там есть броня, есть и довольно неплохая. Но не против немецких кумулятивов, это важно. Бой у нас максимально позиционный, идет в центре карты, то есть фланговые баталии вообще не развиваются. Все сосредоточились на 5, 6, 7 линии в самом центре.
Пробивает в маску Е100. Не совсем в маску, вот где-то в эту проекцию. Сюда вот где-то в щеку. 4100 урона у него уже есть. Я, кстати, вам напоминаю, то, что у меня есть много других видео, и такой формат с камерой это уже третье видео в подобном формате. Поэтому, если вам нравится, пальцы вверх и посмотрите другие ролики. Там есть очень интересный ролик на китайском 121Б, где парень просто раздамажил все, что можно, там 8к урона за 4 минуты. Этот бой не совсем такой, то есть здесь тоже будет большое количество урона, но он более позиционный, потому что, я думаю, вы понимаете, когда смотрите такие бои, то, что танк медленный, бронированный, и рассчитывать на то, что он куда-то заедет и за 3 секунды раскидает всех подряд, не стоит. 2 раза не везет с выстрелами, попадает в маску Е100. Маска именно с пушкой, вот здесь, сюда кумулем он уже не пробьет никто, потому что здесь очень высокая броня. Броня очень, скажем так, внушительная, поэтому... Это танк, скажем так, для людей, кто готов не торопиться, выбирать направления, спокойно занимать их. На третий раз пробивает, уже 901 царская альфа вылетает. Союзная сотка рядом, не похоже, что особо эффективно. По хп команды, в принципе, равны. 21 тысяча, 790 против 20 тысяч. Без проблем сводится, спокойно и стреляет. Так и нужно играть, то есть размеренный геймплей, выбирайте направление, но следите за тем, чтобы у вас была поддержка союзников, потому что машина это ошибки в попаданиях прощает, но вот ошибки в заездах, разъездах, когда вокруг нет никого, она вам не простит. Добирает Е100, второй уже фраг. Я заговорился, даже не увидел, кого он первым убил. Я так понимаю, ВЗ. Потому что счет у нас 2-1. И пока бой заморожен, так сказать. Как видим, по миникарте, это также очень важная составляющая игры. Находится справа в углу, если кто не знает. Смотреть на миникарту это всегда правильно, потому что она вам подсказывает, где находились противники, где можно объехать, где силы не сосредоточены. Прошу прощения, это важно. Дает блайнд. Куда-то в сторону из 7. Вот в эти кусты. Непонятно, был там кто-то или нет. Скорее всего, я думаю, нет. Что же он будет? Какое решение примет дальше? Не отъезжает далеко от позиции. Видит, что из 4 подкатился уже поближе. Дает в борт из 4. Союзная сотка непонятно куда стреляет. Наш сегодняшний мастер на Е100 четко координирует свои действия, четко выбирает цели. Подъехал Е3 вражеский. Очень опасная цель, очень бронированная машина. Не попадает, до конца не сводится. Пушка привередливая очень, поэтому стоит сводиться до конца. Потому что разброс аховый, это не тот немец, как Е50М, например. Или гриль, с которого можно с полоборота лупить. Видит из 4, отворачивает от него башню. Это ярый пример того, как нужно стрелять на этом танке. Непонятно, куда уходит снаряд, похоже, ушел вот в эту насыпь, но оно как-то не сработала даже регистрация. В танках это очень частая проблема с регистрацией снарядов, пробивает его в щеку Е3. В принципе, можно в руку попробовать пробить, но там тоже хорошая приведенка. Так, выцеливает спокойно. И дает спокойно в шашку. На башне, это правильно. Еще один мастодонт немецкого танкостроения подъехал, это Ягпанцер Е100. Очень классная тачка, то есть если хотите выкачать первую альфовую ПТшку, я вам советую качать не Е3, а Ягу Е100. Потому что там есть и сумасшедшая броня, и царская альфа в 1050 очков. Ну, то есть это, сами понимаете, плюс бронепробитие там 300 мм базовым снарядом. На любую цель хватит. 6-4 счет, 2 фрага, 8500 урона за 8 минут боя. Ну, в принципе, довольно неплохо на самом деле. Правда, бой получился такой позиционный, да. Я честно скажу, я не фанат таких боев, потому что я привык к таким танкам, например, как объект 277 или ИС-7 тот же, да, которые могут въехать и размениваться. То есть не люблю стоячую игру. Я за это танки, в принципе, и не особо сейчас жалую, потому что вот игра превращается в такие позиционные бои. А еще хотели убрать голду. Я вообще не представляю, как бы тогда игралось, если бы разработчики убрали голду. Это вообще была бы задница, правда?
Потому что, ну, есть такие танки, да, как ИС-7, который может встать от башни, и ты ничего ему не сделаешь без голдовых снарядов. И одним из 7 эта игра не ограничивается. То есть есть Маусы всякие, Е100 те же, ну, то есть бронированные, Е3, да. Это просто превратилось бы в стоячий дот какой-то. В перестрелку сторон. Поэтому убирать голду, я считаю, это неправильно. И я думаю, разработчики это учитывают и понимают лучше, чем игроки, которые кричат: о, вот в каждом бою голдострелы. Здесь, напротив, нужно понимать, что каждый элемент игры, который вы хотите изменить, его нужно качественно прорабатывать. Поэтому я разработчиков прекрасно понимаю. Единственное для меня камень преткновения — это артиллерия, я думаю, как и для многих. Поэтому хотелось бы что-то изменить, но в этом видосе мы об этом можем и, в принципе, не разговаривать. Если вы хотите обсудить, скажем так, игровые вопросы, мы можем обсудить их на стриме. Да, я думаю, сделать стрим в ближайшее время, так что если будет желание, залетите, я сделаю анонс, посмотрите, пообщаемся с вами вживую. У нас счет 8-4, 9200 урона, 3400 натанкованного. Добирает Е3. Правда, уже мало хпшек было, 500 всего лишь выбил из него. Не так много танков остается. У них есть шотный панцир, есть леопард, хп гриль. То есть Яга еще вот, кстати, есть. Да, 1200 хп у нее. Ну, в Ягу нужно однозначно попадать. В рубку сзади залетает, без проблем, там можно было и ББшкой лупить. Оп, танкует леопарда. Леопард находится за пригорком где-то, в спине панцир на 600 получает. Ну, панцира доберут, я думаю. СТБшка еще. Ягу забирают. СТБ-1 за пригорком, там же, где и леопард. Вот, Лео светится. Ну, сходу стрелять с Е100, я думаю, не стоит, потому что машина не самая точная. Хотя стабилизация очень даже неплохая на этом танке. Оттого, в принципе, можно и сходу накатить. Но то, что это залетит, это вряд ли. Давайте посмотрим. То, о чем мы с вами говорим. Не знаю, ребят, как у вас, но у меня такие шоты, ну, не то, что не часто. Это явление, как Новый год, раз в году бывает, ну, ей-богу. Очень красивый выстрел залетает. 11300 урона. 3 вражеских танка остается. В спину не пробивает его СТБшка. Один Лео остался, шотный, в принципе. Если прокнет альфа. Друзья, если вам понравился бой, пальцы вверх обязательно. Посмотрите другие бои. Я оставлю плейлист в конце этого видео. Так что залетайте, пишите, что думаете об этом. Был рад для вас это все смотреть, комментировать. Удачи. Пока-пока.